И привет всем, меня зовут Крутой Лорд, и прежде чем я начну ролик, я хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддержал меня в комментариях под предыдущим роликом. Благодаря вам я продолжаю делать интересный контент для вас. Вы классные ребята. Ну а теперь перейдем к ролику. Как вы поняли из названия ролика, сегодня речь пойдет о Евгении Вороновой, моем оригинальном персонаже Памлатор. Итак, 5 сентября 2022 года моему персонажу исполняется 3 года со дня ее создания. Сегодня я расскажу полную историю создания Евгении, а также эволюцию ее идей и о том, к чему я пришел за эти 3 года со дня ее создания. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками, мы начинаем. Конец 2017 года. Я увидел ролик на тему, что бы было, если Gravity Falls был русским мультфильмом, ака Гравипадова. Поэтому у меня появилась своя мысль о том же самом, но уже с матом. Вообще стоит сказать, что фантазия у меня всегда очень хорошо работала. Я создал свои вселенные и миры, но лишь немногим из них удавалось закрепиться в моей голове намертво. И вот так получилось, что альтернативная вселенная Млатор не стала исключением. Изначально предполагалось, что Евгения Воронова станет русской последовательницей Дженни Уэйкман, но со своими особенностями. Именно тогда из Дженни Уэйкман получилась Евгения Воронова, из Норы – Нонна, из Тремортона – Траматорск и так далее. Суть изначально оставалась такой же, как и в оригинальном мультсериале, но с некоторыми отличиями. Действие разворачивается не в 2070-е, а в 2080-е годы, где девушка-андроид Евгения, модель EV9, спасает мир от всякой напасти. История на этом особо не развивалась, но появлялись персонажи, которые должны были стать аналогами персонажей оригинальной вселенной. Изначально ее друзьями должны были быть Боря и Тим Корниловы и Шура Ли. Это аналоги Брэда и Така Карнбаклов и Шелдона Ли, соответственно, с которыми она бы общалась и проводила свое свободное время. Однако нужны были люди, которые помогли бы мне с созданием этих персонажей. Но таковых у меня не было, и я начал углубляться в пиксель-арт. «5 сентября 2019 года я создаю пиксель-арт с фиолетово-розовой девочкой-андроидом в платьице с фиолетовыми туфельками. Ее звали Евгения. Примерно такой я ее представлял себе в своих идеях. В какой-то степени было понятно, что за основу бралось тело Дженни. Это можно заметить по лицу, рукам и ногам Евгении. В дальнейшем тело Евгении дорабатывалось, становясь более схожим с человеческим телом. Шло время, история Евгении не развивалась, а я стал думать над тем, как сделать Евгению более интересным персонажем. Я принял решение о том, что изначальная идея Евгении нуждается в тотальной переработке. Причина этого была одна. В фандоме Памлатор слишком много оригинальных персонажей-супергероев, что стало бы уже банально. Просто. XJ0, персонаж художника XJ0, Симметрия от Планца 10000, Расти от Atomic Geek. Список можно продолжать довольно долго. Историй про супергероев уже было пруд-пруди, а вот история обычных персонажей. 31 мая 2020 года я создал Евгению 2.0, которая получила некоторые отличительные особенности, а именно эмоциональные индикаторы по бокам и на голове. И вот в тот момент у меня начинает формироваться пазл. Эмоциональные индикаторы. Казалось бы, ничего такого примечательного. Но именно они подтолкнули меня на такую мысль. Что бы было, если однажды Евгения Андроид начала испытывать эмоции и вести себя как настоящий человек? Да, я знаю, откуда была позаимствована идея, но ничто не мешает мне интерпретировать ее по-своему, так ведь? Вместе с этим у меня появилась такая идея. А ради чего все это? Если Евгения была создана, то для какой цели? Первое, что пришло мне в голову. Изначально Евгения была человеком. И вот
Работа завертелась именно в этом направлении. Написание истории ясно дало мне понять, что я начал проникаться тем, что будет с ней в дальнейшем. История будет куда более глубокой, чем кажется. Популярность Евгении потихоньку росла, и люди стали активнее ее рисовать. Нашлись люди, которые больше всего впечатлили меня своими артами с Евгенией. Аж слезу заставили пустить и дать понять, что я сделал правильно, создав Евгению. Возможно, с того момента Женя Воронова стала для меня чем-то большим, чем просто творением. Она стала для меня практически живым человеком. Стоит ли говорить о том, что она уж точно стала неотъемлемой частью моей жизни? И вот, летом 2021 года все стало на свои места. Евгении придется выживать в мире морально деградировавших людей, для которых аморальность и бесчеловечность стали нормой. Опять же, знаю откуда это, но послушайте. В истории будет поставлена проблема отношений между Евгенией и людьми, как между отдельной личностью и целым социумом. На пути у Евгении будет много и хорошего, и плохого. Ей придется пройти через все это. И тут возникнет еще одна проблема. Внутриличностные конфликты. Проблема выбора стороны добра или зла. У меня возникает идея создать визуальную новеллу о Евгении как лучший вариант ее продвижения. Уже чуть ли не с первого же арта по Евгению у меня началось проявляться чувство особенной привязанности к ней. Но в то время это чувство было точно нездоровым. Это проявлялось в моем желании сделать ее популярной, даже настолько, чтобы она сместила симметрию персонажа художника Planet 10 000. Однако здесь я начал сдавать позиции. Я начал стрессовать, завидовать популярности симметрии, а также рисовать свои чувства, выраженные через Евгению. Даже улучшения Евгении не приносили желаемого результата. Мои старания не окупались, из-за чего я начал выгорать чаще. Мое желание показать всем, что мое творение тоже чего-то стоит, встретило очередную стену из непонимания и принижения моего творчества. Но мне хотя бы удалось тогда добиться появления эмодзи с Евгенией на фанбазе. Но со временем любые попытки ее продвижения там уже пресекались, а я начал выгорать еще чаще. Многие люди, которым я рассказал Евгении, поддержали меня в этом, в то время как на фанбазе ее посчитали депрессивным персонажем. Они не понимают, что у каждого человека и в жизни есть свои трудности, с которыми ему предстоит бороться, и что каждый реагирует на них по-разному. Но то, что произошло в десятых числах апреля 2022 года, было ударом ножом в мою спину со стороны фанбазы. Ее удалили из эмодзи, а после того, как меня забанили, так еще и из баннера фанбазы ее тоже удалили. Это был серьезный удар по моему психическому состоянию. И все из-за Евгении. Знаю, что это была моя вина, но вина фанбазы, а если быть точнее ее элиты, была не меньше. Хоть Евгения и стала неотъемлемой частью моей жизни, но я считаю, что она чуть не угробила меня. Я хотел было пожалеть об этом, но теперь я считаю, что я делаю все правильно, что продолжаю работать на ней. Я продолжаю ее развивать, и я хочу, чтобы в итоге она стала тем, что произведет на меня огромное впечатление. Вот такие вот были 3 года развития Евгении. И хоть я проделал много работы по ее улучшению, я знаю, что мне предстоит еще больше работы над ней, чтобы в итоге получилось творение, которое растрогает меня самого. За это время Евгения стала для меня моим собственным символом, олицетворяющим нравственность, человечность, эмпатию и кучу других высших человеческих качеств. Она поступает по совести. И в конечном итоге я хочу добиться того, чтобы Евгения стала превосходным примером для подражания для всех людей в этом мире. Человеком, который ни с кем не ссорится, не поливает других грязью и обращается со всеми с пониманием. Так что, ребят, от себя и от имени Евгении я желаю вам добра, понимания, человечности,
чтобы вы не конфликтовали с людьми на пустом месте, а если уж конфликтуете, то старайтесь договариваться друг с другом, чтобы, если не погасить очаг вражды, то хотя бы снизить его эффект до минимума. И самое главное, неважно, что с тобой происходит, всегда оставайся человеком. И если вы здесь впервые, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь данным роликом с друзьями, а также вступайте в наши группы в соцсетях. Все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Крутой Лорд. Спасибо за просмотр. И да пребудет с вами Женя Воронова.